Всем привет, друзья! Вот такое безобразие устроил. Сейчас расскажу всем, кому интересно вывести пчел из роевого состояния. При этом, что самое главное, достигаем следующих целей. Вот у меня улей 12-рамочный, на нем стоял магазин, вот он находится с медом. Почти весь его уже занесли медом, но при этом семья зароилась. Роевые маточники я показывать не буду, я их уже выломал. Думаю, все их и так умеют отличать. Какие цели и какие особенности мы достигаем путем такого метода? Метод холодного роения. Значит, достигаем несколько целей. Первое. Мы ничего не нагромождаем. У нас остается один и тот же улей, один и тот же корпус. Практически все рамки в нем будут на месте, но я там уберу пару рамок с расплодом для отводка печатного. А так и вместо этой печатки поставлю вощину. Но это я сделаю чуть позже. Сейчас там минимум пчел, которые летные, собрались. Я не буду расширять это вторым корпусом, класть какие-то аганимановские решетки. И не буду делать отдельный отводок. В конце этого метода у меня матка, которая была в этой семье, вместе с роевыми пчелами вернется назад и будут уже продолжать работать и дальше на медосборе. Маточка у меня уже бегает вот в этом ящике. Вы ее видите на дне. Вот она. Можете рассмотреть ее номерок, по-моему, 810. Суть метода очень проста. В улье находятся у нас в семье, которая зароилась, находятся пчелы летные и молодые, которые не вылетали. Среди них есть всегда роевые пчелы. Часть летных пчел всегда улетает с роем, небольшая, но в основном молодые пчелы делятся на роевых и нероевых. Внешне мы их отличить никак не можем. У роевых пчел этот инстинкт заложен избытком маточного молочка. И в данном случае нам необходимо этих пчел как-то разделить. То есть тех пчел, которые готовились отроиться, буквально улететь там в любой благоприятный денечек. И тех пчел нужно отделить, которые собирались оставаться в улье. Мы делаем искусственный рой. То есть метод для того, чтобы сработал на 100%, нам необходимо удовлетворить потребность пчел биологическую. Что мы делаем для этого? Мы берем, вытряхиваем их, разгоняем дымом. После этого они собираются вот такими гроздьями. Они пытаются найти матку и так далее. То есть у нас происходит такой момент, что по сути мы искусственно их отраиваем, выгоняем раньше времени. А что происходит в этот момент в улье? Матки там уже нет. Есть один нюанс. Там остается открытый расплод без маточников, на котором пчелы смогут потянуть свищевые маточники через 3 дня. И также у нас есть с вами пчелы, которые здесь делятся. Часть пчел у нас заходит в улей. Это молодые рабочие пчелы. А также несколько мы видим и летных с пыльцой. И те, которые вымазались на медосборе, на рапсе. Они просто тоже немножечко, это вот как раз те могут быть роевые, либо просто уставшие пчелы, которые ползали по рамкам. Может быть, они с медом и так далее. Мы не будем на этом заострять внимание. Суть в том, что эти пчелы по вот такой дощечке, части моего донышка, они зайдут в улей. Их можно будет с этой досточки даже взять и просто вытряхнуть назад в улей. Для чего они нам там нужны? Для того, чтобы обогревать печатный расплод, который здесь есть в этом улье ночью, и продолжать ульевые работы, выкармливание открытого расплода и так далее, и так далее. Летная пчела уже завтра будет продолжать заниматься своей деятельностью, забивать вот тот магазин медом. Что будет происходить с другими пчелами? Другие пчелы у нас вместе вот с этой маточкой, они будут заползать сейчас в этот ящик, которые хотят с ней уйти. Конечно же, я им помогу дымом. Ждать, пока они полностью сами распределятся, я не буду. Если какая-то часть роевых попадет в улей или не роевых останется, сути метода это не меняет. Мы делаем следующим образом. Сейчас собираем вот этих всех пчел, которые сидят на моем ящике.
И тех пчел, которые вот здесь вот сидят плотно на крышке, видите, плотно гроздьями, они сели, то есть они не ищут себе работу, они вцепились, такой роевой инстинкт у них проявляется. На траве вот они сидят, я их рамкой пособираю, поставлю рамку, и они все с травы заползут. Всех этих пчел я сейчас соберу в ящик, всех туда перетрушу, щеткой смету, и они будут там. Ввиду того, что времени мало, снять нужно, показать нужно и так далее, я просто сегодня эти работы делаю быстренько, снимаю вам с руки для того, чтобы показать саму суть. Остальные пчелы зайдут у нас в улей, то есть семья поделилась. Следующий момент, вот этот рой, который мы по сути дела могли поймать на дереве сегодня или завтра, он у нас помещается на 3 дня в холодное темное помещение без корма, без вощины, просто в голом ящике. Для того, чтобы там обеспечить действительно отсутствие гибели от голода, я возьму одну рамочку из улья и просто ее хорошенечко тряхну, для того, чтобы капли жидкого нектара попали в этот ящик на пчел, которые будут на дне. Они этот нектар весь соберут, распределят по зобикам, и этого им будет достаточно на 3 дня. На 3 дня я их закрываю в прохладном помещении. Можно ставить в подвал, прям холодное помещение. Но сейчас на улице у нас довольно-таки холодно по ночам, поэтому мне летняя кухня вполне подойдет. После того, как они отстоятся там 3 дня, роевой инстинкт у них абсолютно должен пропасть. То есть это готовый рой, который уже можно сажать на голую вощину в улей, в другой. Они даже забудут, откуда они на самом деле. И они начнут работать. Но в данном случае, для того, чтобы не создавать новый улей, хотя вы можете сделать это и в новый улей, вы можете сделать 2 варианта. Можете потом этих пчел стряхнуть в новый улей, дать им часть печатного расплода из этой семьи и вощины. И у вас получится уже сильная семейка. Через неделю-две будет полноценная сильная семья, которая может даже немного акации вам собрать. Если вы хотите, чтобы они работали, продолжали в исходном улье, тогда мы просто берем их через 3 дня, предварительно, обязательно удаляем свищевые маточники в этой семье. Матку на всякий случай помещаем в клеточку, для того, чтобы эти пчелы, которые осиротели и могли забыть феромон матки, ненароком не убили ее. И после этого мы берем и стряхиваем всех вот этих роевых пчел в этот улей. Еще один нюанс, который необходимо сделать: пару рамок обязательно убрать печатного расплода и добавить вместо них вощины в центр гнезда. Между этой вощиной помещаем клеточку с маткой и так оставляем примерно на сутки. Через сутки матку уже можно выпускать, убедившись, что к ней нет никакой агрессии. И таким образом абсолютно все ваши пчелы продолжают работать в своем же улье, совершенно забыв о роении. Ну, необходимо обязательно после такой процедуры регулярно проверять улей, расширять и не допускать сильного скупчивания незанятых молодых пчел. Если будет долгое время непогода, печатный расплод налупится, роение может повториться. Если вы обеспечите достаточное пространство и будет продолжаться теплая погода и медосбор, то все эти пчелки уже через 3 дня полной массой начнут работать на благо всей пчелиной семьи, принося вам при этом вкусный нектар. Всем спасибо. Если есть вопросы, пишите комментарии. Также можете подписываться в телеграм-группу. Возможно, у вас там. Вот это тоже роевые пчелы, кстати, которые сидят за досточкой гроздьями. Те, которые не заходят в улей. А те, которые заходят, это пчелки, которые будут продолжать там работать. Рабочие пчелки. Сейчас еще подымлю. И процесс пойдет активнее. Всем мира, здоровья, пока. Решил показать результат. Вот я на эту стенку стряхнул немножечко медика, нектара такого свежего из магазина. Пчелы блестят. Почему? Потому что они же сегодня не собирались вылетать, поэтому зобики у них пустые. Соответственно, я это сделал для того, чтобы они не были голодные, потому что от голода за 3 дня они
погибнут. Поэтому немножечко нужно добавить чисто для поддержания энергии. Следующий момент. Значит, здесь у меня летные уже пособирались. Немножко пчел добавилось в улей. Здесь на прилетке тоже. Семья, по сути, можно сказать, поделилась пополам. Еще здесь много пчел. И здесь тоже еще есть. Но это все мы пособираем, все эти ошметки рамкой. Немаловажный момент. Закрыть нужно не крышкой плотной, а сеткой. Либо вот я металлическую такую возьму сетку, либо тканевой, какой-то тюлью, марлей, для того, чтобы они не могли там сохранять тепло, чтобы им было прохладно. Они тогда в клубе посидят, подумают 3 дня, и все будет хорошо. Показываю уже завершающий этап. Сетку прибил степлером. Пчелки там внутри. Так можно и матку рассмотреть. Поискать. Дымарем загоняем, они заходят. Контролируем в этот момент, чтобы матка не выскочила погулять. Обязательно смотрим, чтобы она не осталась на стенках. Бывает такое, что может выйти. И все. Здесь у нас уже пошел ажиотаж. Поняли они, что нет матки, что вышел рой. Этих мы тоже соберем. Смотрите, как активно заходят. Даже без дымаря почуяли, где матка, и все заходят, даже те, которые внизу. Все, что нужно для этого метода: ящик, хорошо распаленный дымарь, полчаса времени и тот порядок действий, который я рассказал.